Всем привет! Продолжаем читать книгу «Слова назидания» Абая. 1893 год. 14 слово. Разве бывает у человека что-либо дороже его сердца? У казахов понятие мужества родилось от слова «сердце». В народе батыра называют журекте, что означает «жигит» с настоящим сердцем в груди. И этим все сказано. Все лучшие человеческие качества, такие как отзывчивость, сострадание чужому горю и человеколюбие, рождаются сердцем. Даже нетерпение идет от сердца, и не бывает лжи, когда слово идет от самого сердца. А если язык лжет, значит сердце просто-напросто обмануто. Человек с чистым сердцем послушен совету и верен своему слову. Он не сможет, подобно собаке, плестись за караваном, а напротив, способен в самых тяжелых условиях вывести на верный путь заблудших. Он готов покориться истине, как бы это ни было для него трудно, и сумеет не склонить головы перед несправедливостью, как бы это ни было легко. Таким видится батыр, человек мужественный и стойкий, и люди с нескрываемой гордостью называют его человеком с необыкновенным волчьим сердцем в груди. Казах тоже человеческое дитя, и ему, как и другим людям, свойственно ошибаться. Но заблуждается он не потому, что глуп, а потому, что ему не хватает твердости внять голосу рассудка. Сердце виновато. Я не верю людям, когда они говорят, что совершили зло по неразумению. Скорее всего, это случается от слабоволия и пренебрежения к чести. Опознав однажды вкус дурного человека, не сразу освобождается от него. Далеко не каждому дано совершить такой подвиг. Я заметил еще, что джигитов часто ввергают в беду, подогревая их громкими кличами «крепкий джигит», «храбрый джигит», «ловкий джигит». А ведь яснее ясного, что не только настоящим джигитом, а даже просто человеком трудно назвать того, кто потерял честь и не чувствует стыда, кто потерял чувство меры и ступил на путь святотатства. — 1893 год. 15 слово. Разница между умными и глупыми людьми представляется мне своеобразным эталоном для сопоставления противоречивого. И действительно, умный человек стремится познать окружающий мир и принести пользу людям. Уши его открыты советом, а память – кладовая светлой грусти. Он постоянно увлечен и ищет в жизни удивительное, необычное, и дни его поистине представляются ему потом самым прекрасным временем его жизни. Никогда он не жалеет о своем прошлом. Глупый же никак не найдет своего места в жизни. Он увлекается чем попало, заполняя дни бесплодным, бесцельными затеями. Молодость не вечна, но глупец не задумывается над этим. Предавшись пустым потехам, он становится ненасытным и однажды, слишком поздно, замечает, что время согнуло его. Вот и получается, что лучшие годы прошли в собачьих хлопотах, а старость омрачена горьким раскаянием. Еще одним пороком является искушение, которое подстерегает человека на каждом шагу. Впасть в искушение или в соблазн – это то же самое, что позволить зажечь в крови огонь нездоровой страсти. А такая страсть сопоставима с болезнью, ибо опьяняет человека и заставляет его гнаться за призрачными мечтами. Самозабвенный глупец не задумывается над тем, что постоянно выставляет себя на посмешище. Он напоминает собой полоумного человека, который, задрав нос, несется без шапки на неоседланном коне, прикрыв его круп полами своего халата. Умный в это время добивается поставленной перед собой цели без особого шума, действует разумно, вовсе не выставляя себя на посмешище и не теряя головы. Тот, кто желает увидеть себя в ряду разумных людей, должен раз в день или раз в неделю или хоть раз в месяц отдавать себе отчет, как прожил эти дни, пытался ли приумножить свои знания, были ли его дела полезными и богоугодными.
Не вышло бы так, что и вспомнить-то будет нечего. 1893 год, 16 слово. Казаха не очень-то заботит его непогрешимость перед Всевышним. Он считает достаточным делать то, что делают другие. И вот он падает на колени, творя молитву, встает и снова бьет поклоны. Можете убедиться, он чтит Аллаха. Интересно сравнить эти манипуляции с его доводами купцу, приехавшему в аул за долгом. Вот все, что я смог найти, говорит он. Хочешь бери, не хочешь не надо. Не могу же я достать невозможное только из-за того, что задолжал тебя. Подобной хитростью купца, конечно, можно занять. Аллаха не проведешь. Но какова попытка? Разгадка же тут более чем проста. Не желает степняк обременять себя лишними хлопотами, учиться развивать свой язык и познавать веру. Это все, что я знаю. Отчаянно защищается он. Не могу же я на старости лет переучиваться. Или с искренним видом утверждает, лишь бы не упрекали, что не учен, а в том, что не могу умно говорить, я не виноват. Такой уж у меня язык. И между тем прекрасно понимает, что Всевышний дал ему совсем неплохой язык, точно такой же, как и всем другим. 1893 год, 17 слово. Сила, разум и сердце поспорили, кто из них нужнее человеку. Убедившись, что не могут прийти к согласию, они обратились за помощью к знанию. «Послушай, знание», — сказала Сила, — «ты ведь знаешь, что без упорного труда нельзя добиться ни мастерства, ни достатка. Только я отберегаю от легкомыслия, от позора мелочных, недостойных человека поступках, от стремления к легкой наживе. Лишь я не даю им падать духом, возвращая их на верный путь, когда они даже средь бела дня умудряются сбиваться с него. Послушай, знание, работая без устали, и снова люди овладели тобой. Выходит, своим взлетом ты тоже обязана мне. Работать без устали и сна становятся люди слугами Аллаха. Выходит, своей жизнью человечество тоже обязано мне. Так скажи, знание, почему спорят со мной эти двое?» И заметил тогда разум. Я определяю, что полезно и что пагубно для человека и в земной, и в загробной его жизни. Разве не в этом держится вечная жизнь? Люди поступают по моему велению, следовательно, я знаю цену человеческой силе и понимаю язык науки. Как же можно спорить со мной, если без меня люди не ведают, где искать выгоду, как уберечься от беды, каким образом постигать науку и приумножать свои знания? Не выдержало сердце. «Я царь жизни», — воскликнуло оно. «Я гоню кровь по жилам. Во мне обитает душа, поэтому и нет без меня жизни. Я отравляю сон сытых, нежащихся в мягкой постели, в теплом доме, заставляя их страдать за убогих, голодных и бездомных. Мной держится почтение к старшим и снисхождение к младшим. Я справедливость, удовлетворение, совесть, благодарность и милосердие. Что без меня сила и разум? Только люди не способны сохранить меня в чистоте и теряют свою человеческую суть. Но я царь жизни, и мое назначение невозможно оспаривать». Выслушав всех троих, заговорило знание. «Слушай, Сила, все, что ты говорила, истина. Ты сейчас не упомянула о многих своих достоинствах. В этом тоже проявилась твоя сила. Без тебя немыслима жизнь. Но иногда твои возможности оборачиваются для людей жестокостью. Хватка у тебя твердая, и когда ты сторонник неправды, приходит беда. Много от тебя пользы, но немало и зла. Послушай, разум, и ты говорил правду. Нет приобретений без разума. Тебе дано открывать людям тайны природы, жизни, души. Верно, что даже о своем Создателе люди узнают от тебя. Ты владеешь тайнами бытия обоих миров, и потому на тебя стали опираться и плохие, и хорошие люди. И беда в том, что ты с одинаковой готовностью исполняешь желания и тех, и других.
Вы просили меня определить, кто из вас представляет для человека большую ценность, но я не хотел бы противопоставлять вас друг другу. Пусть повелителем для всех будет сердце. Ты, разум, многогранен и разнолик. Сердце не станет следовать за каждым твоим решением. Хорошее оно одобрит и подчинится ему с великой радостью. Плохое не примет. Скорее отречется от тебя, чем пойти на это. Ты, сила, могущественна и крута, а сердце не будет давать тебе воли. Для добрых дел оно не пожалеет тебя, от недобрых удержит. Соединитесь же вместе, и, как я уже говорил, пусть вами ведает сердце. Если это произойдет, и вы соединитесь в одном человеке, то он станет праведником. Пыль с подошв его ног будет исцелять слепых. В этом, в гармонии и чистоте человеческой жизни и заключается смысл существования великого мира. Если же вы не сможете объединиться, то я отдам предпочтение сердцу, царю человеческой жизни. В священных книгах написано: «И Создатель тоже заботится о том, чтобы всякое сохраняло свою суть, берегло ее в первозданной чистоте». Так решило знание. (1893 год. 18 слово). Человеку к лицу справная, чистая и ладная одежда. Плохо, когда он не следит за собой, и одежда его грязна и помята. Но еще хуже, когда человеком владеет страсть одеваться непосредством, и он кичится своим нарядом. Существует две категории щеголей. Одни тщательно следят за своей внешностью, холят лицо, подрисовывают брови, в разговоре то и дело поправляют усы и бороду. Они смотрят фетром и, подобно кокеткам, играют глазами и беспристрастно перебивают пальцами. Другие извлекают из щегольства выгоду. Для них красивое платье и добрый конь превращаются почти что в источник существования, обретают смысл жизни. Поэтому на выездах и пиршествах эти франты всегда на виду. Они ни за что не упустят случая заслужить похвалу старших по возрасту и положению, привычные к огорчению своих сверстников, не обладающих таким богатством, и рады до безумия, когда младшие по возрасту смотрят на них с нескрываемой завистью. Все это постыдно и глупо. Человек не должен увлекаться щегольством, ибо, поддавшись соблазну, однажды он рискует навсегда потерять свой человеческий облик. Красивым и сильным делают человека его ум, эрудиция, честь и обаяние. Больше ничто. И глуп тот, кто хочет возвыситься иным путем. (1893 год. 19 слово). Человек не появляется на Божий свет разумным. Он становится им, слушая людей, видя их дела, трудясь в поте лица. Он постепенно начинает отличать хорошее от дурного, а если ему суждено немало пережить, то он, конечно, и многое узнает. Человек набирается ума, запоминая слова мудрых, но любая беседа, какой бы она ни была поучительной, сама по себе ничего не даст. Из услышанного, подобно тому, как очищают зерно от шелухи, надо выделить истину, которую можно употребить с пользой. Так шлифуется разум человека. Но есть и другая сторона этого процесса. Если человек кичлив и не переспросит у мудреца непонятное для себя место в разговоре, или если он беспечен и, переступив порог, тут же забудет услышанное, то какой толк от того, что он слушал мудрые слова? Он оказался невнимательным и глупым человеком, неспособным оценить ум. А таких, наверное, и сказал мудрец: чем поучать людей, не понимающих слова, лучше пасти свиней, которые признают тебя. Вот мы и прочитали очередные слова. Всем пока-пока, до встречи.